Extreme Elements Botrunning. Всем привет, начинаем новый стрим. Если вдруг не слышно, не видно, пишем сообщение, а там уже посмотрим, что да как. А сейчас проверим, где и как идут сообщения. Проверка. На бусте видно. А вот что-то с YouTube сегодня не идет. Я остался контакт. Привет. YouTube сегодня залит и не хочет ничего показывать. Эти комментарии. Ну что ж, жалко, но как-нибудь. Как-нибудь справим. Разобрался, в чем проблема со звуком, и выяснилось, что проблема совсем не в микрофоне. Обновился OBS до 29 версии. И теперь OBS нужны драйвера на видеокарту и микрофоны, чтобы работать более-менее нормально с этими самими микрофонами и камерами. Но фишка состоит в том, что та видеокарта, которая у меня, уже несколько лет не просит новых драйверов по той простой причине, что таких уже просто-напросто не делают. Старенькая. Ну а раз она старенькая, придется вам и дальше слушать этот джастер. Попробовал поставить старую версию OBS, которая еще все работала, и получилась небольшая проблемка. Не то чтобы проблемка, но этот OBS новый стёк на свою руку, он запустился. Старый же
щелкает, запускает и сразу вылетает. И как-то оно вот так. То есть на старом, либо совсем старый ставить, то, ну, если честно, не сильно хочется. Ну, либо как-нибудь с таким звуком обходить. Первой темой сегодня будет небольшое новое изменение, которое я сделал на бусте. Все достаточно просто. Раньше была одна подписка за 100 рублей, теперь стало две подписки за 100 рублей и за 50 рублей. Если вы подписываетесь за подписку без телеги, то, соответственно, вы сможете смотреть ролики, комментировать их. Все то же самое, что и раньше, но за 50 рублей. Если же вы подписываетесь за 100 рублей с телегой, то получаете небольшой довес. Вы просто-напросто становитесь участником одной группы, вам будет автоматически прислано приглашение, и там вы также сможете общаться, но именно в этой самой телеграм-группе. Чтобы это автоматическое оповещение до вас дошло, вам нужно зайти в настройки на бусте и прописать свой телеграм-канал. То есть там есть специальная кнопочка, привязать телегу, привязываете ее, и вам попадает уведомление о том, что пора перейти и начать общаться. На самом деле там все будет просто, с той лишь разницей, что на тот же буст я захожу, ну, грубо говоря, один раз в день. А телега включена постоянно. Поэтому, если вас вполне себе устраивает общение медленное, спокойное, без каких-либо заморозок, 50 рублей, и так на бусте, пишите комментарии, я вам отвечаю, и на этом все. Если же надо пообщаться быстро, резко, на какую-то конкретную тему, то это обсудить, подписка 100 рублей и общаемся с телегой. Кстати, выясним такую самую ерунду. Эта самая группа в телеге, она существует сейчас, но она привязана к моему паблику в той же телеге, где вы что-то комментируете. Если вы, зайдя в мою телегу или на мой канал, захотите что-то прокомментировать, вам будет поставлен выбор. Либо подписаться за 100 рублей на бусте и комментировать дальше, или просто-напросто что-то написать, это что-то улетит в мусорку, об этом никто не узнает, кроме вас, не увидит. То есть просто потратить свое время и идти. Пообщавшись с парочкой людей, говорят, да, бот работает нормально, подписка закончилась, клиент ушел. Если вдруг не ушел, автоматом его выкинул. Собственно, как оно вот так. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, в любом случае, о новинках вы узнали. Ну, а теперь потихоньку-легонько переходим к вопросам, которые вы мне задавали. Первый вопрос – продолжение обсуждения того, что обсуждали в прошлом стриме. Медведчук, укол предатель.
Во-первых, надо разобраться в следующем вопросе, кто это такой. Это человек, который последние лет 20, наверное, занимал должность в аппарате украинского президента. У Кучмы был, у Януковича был. И все время там работал. А сейчас по каким-то вдруг причинам попал в опалу, был обменен и сейчас выкупил свой собственный крымский санаторий и спокойно там живет. На днях опубликовал интервью, в котором немного закамуфлированно объявил о том, что да, Украина будет российской, но нужно поставить своего человека, и народ своего человека он предлагает поставить себя. Сразу же всплыла информация о том, что некоторое время назад данный персонаж продвигал небольшой законопроект, в котором предлагал полностью реабилитировать бандеровцев. Не те, которые сейчас, а те, которые в 45 году, в 43-м году, которых армия Союза Советских до 60-х годов по лицам украинским ловила, сажала, отстреливала. Отсюда можно сделать простой вывод, что данный персонаж просто-напросто хочет попасть в хорошее место, где будет получать свои деньги сейчас. Является ли он каким-то предателем? Нет, не является. Предателем это тот человек, который примкнул к какому-то движению, а когда стало горячо, просто-напросто развернулся и пошел в обратное. Данный персонаж всю свою сознательную жизнь последние много лет занимался тем, что зарабатывал деньги. И на данный момент он просто-напросто ищет варианты, как продолжить зарабатывать деньги. Например, на основе сотрудничества с государством. Да, у него будет большая зарплата, у него будет все хорошо, но будучи каким-нибудь руководителем на Украине, уже российской, его дети, племянники, братья, сестры, соседи по огороду могут открывать какие-нибудь компании, которые будут получать какие-нибудь льготы, преференции, еще что-нибудь, и зарабатывать за небольшие комиссии свои деньги. Поэтому предателем я бы его не назвал. Как к деньгам ты дошел, так и продолжаешь идти. Дальше поступила интересная трактовка вопроса. У России два друга, армия и флот, а у Украины два врага, Россия и украинское ПВО. На удивление снабдили вопрос ссылкой. И оттуда я узнал о том, что вертолет с министром МВД Украины и его заместителем, и еще кучей всякого разного народа полетел, начал падать и упал во дворе одного дома. Летчиков уже записали как героев, потому что вместо того, чтобы врезаться в 10-этажку, они упали на детский садик. Тем самым спасли много-много людей. Виноват, разумеется, в этом Россия, потому что не было бы России, вертолет бы никуда не летел, и все бы остались живы. Ну, если немного посмотреть, что пишут по данному событию сами украинцы,
то выясняется, что вертолет с руководством МВД летел париться в бане. Отсюда можно сделать вывод, что Россия немножко ни при чем, потому что даже хохлы в определенное количество времени все равно моют. И даже если бы не было России, то министр все равно может не на вертолете, может на танке, может и телеге, может конь какой-нибудь запрял бы, но все равно бы поехал бы помыться в баню, попасть. Ну, в принципе, да. В отличие от Украины, мы не бомбим жилые районы, а только те участки местности, которые так или иначе относятся к вооруженным силам Украины. Новости, если честно, комментировать вообще не это. Никак. С учетом того, что Личка Арестович линял и автоматом попал на миротворец, данного министра может быть случайно что-то сломалось, может быть специально вертолет испортили, может быть что угодно. Подождем какое-нибудь время, и это все обязательно всплывет. Ну и тогда уже обслужено. А фантазировать можно как угодно. Но если честно, я в устройстве, как на Украине называют, до винтокрыла, не сильно разбираюсь, поэтому не знаю, куда и что там надо было ткнуть, чтобы он загорелся и упал. Если бы нужно было избавиться от министра МВД, его бы, скорее всего, сбили бы какой-нибудь ракетой. Если бы нужно было России. Но тогда бы он стал автоматически героем. А зачем нам герой на той стране? У нас своих больше, чем некуда. Поэтому к следующему вопросу перейдем. В Сбере узнали, что Крым наш. Прошло много-много лет. 8. И Сбербанк начал открывать в Крыму пока только банкоматы, но обещает, что к концу года в крупных городах появится отделение Сбербанка. Как шутят в интернете, настал тот момент, когда терять уже нечего. Ну, как-то оно вот так. Интересно, Греф об этом знает? Или это как-то мимо него прошло? Появилась куча всяких разных турбопатриотичных блогеров, которые считают, что всех людей, которые занимаются тем или иным творчеством, но теперь уже на территории Прибалтики, Израиля, Америки или еще где-то, нужно наказать. И наказать, например, конфисковав все имущество, которое осталось в России. Продать это имущество и на вырученные деньги, ну как обычно дальше, передать пенсионерам, детям детский сад, на всякое разное для СВО. И все почему-то начали в последнее время вспоминать про монету. Оказывается, и песни ее призывают к суициду, и поет она совсем не так, не то, и все остальное прочее. Давайте перемотаемся немного на год, на два назад, когда монеточка спела еще в России. И я вспоминаю, как некоторые люди, в
том числе те же самые, кто призывает ее сделать нищей, отобрав квартиру за 30 миллионов, которую она купила за 20 миллионов в Москве, и передать ее кому-нибудь, куда-нибудь, кому нужнее. И все они хвалили эту самую монету. А теперь представь, царь-батюшка у нас не вечный, и вот случилось раз через год, 2, 5, 10, и на его место пришел, например, Медведев Дмитрий Анатольевич, стал новым царем-батюшкой. И решил продвигать какую-нибудь свою программу. И те, кто сейчас играет роль турбо-патриота, вдруг станут турбо-оппозиционерами. И этих турбо-оппозиционеров по их самой просьбе начнут лишать имущества, конфисковывать тот самый имущество, деньги, арестовывать счета и все остальное просто. И поднимется визг, и крики, слезы про то, что все лишили и такое и тому подобное. Если немножко порассуждать про юриспруденцию, я бы, например, сделал немножко по-другому. Выступила монеточка, походила, позиговала, покричала «Слава Украине», пускай господин Бастрыкин заведет на нее уголовное дело. А разные риэлторские конторы получат предписание, обусловленное каким-нибудь новым действующим законом, что любые сделки оформляются в личном присутствии всех персонажей. И чтобы продать квартиру в Москве, монеточке придется лично приехать в эту самую Москву, где она будет арестована или в части конфискации имущества сядет за какую-нибудь статью, например. Вот это был бы нормальный вариант. Я не знаю, есть ли там какая-то родня у монеточки, но если, например, в этой квартире прописано, кроме нее еще, например, бабушка, дедушка, дети, племянники, то это уже не ее квартира, а их. И конфисковать ее, даже если сильно захочется, никак не получится. Ну и зачем тогда все это делать? Ну, правда, дальше турбо-патриотов об этом никто не кричит. Бывают некоторые размышления некоторых товарищей из Государственной Думы, где они что-то там думают, как-то так. Но на этом все и заканчивается. Никаких законов на данный момент не обсуждается. Несколько генералов решили бороться за чистоту рядов российской армии. Выяснилось, что в уставе российской армии сказано, что бороду носить нельзя. Выступило два генерала, оба генерала в запасе, оба депутаты Государственной Думы. Против них сразу же высказались другие персонажи: господин Пригожин, Рамзан Кадыров и имя данного товарища не назову, но исполняет роль глав папа только у мусульманских мест. И хочется пожалеть генералов. Есть такая штука, как устав внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации. В этом уставе есть 355 статья, которая, да, на самом деле говорит то, что любой военнослужащий должен стричь ногти, чистить зубы, умываться, делать зарядку, быть чистеньким, свеженьким и бодреньким.
А немножко в конце 355 пункта сказано, что если военнослужащий носит усы или бороду, то усы и борода должны быть аккуратно пострижены. И еще ниже маленькое дополнение, что бороду могут носить прапорщики и мичманы и остальные военнослужащие более высоких званий, то есть офицеры и вот эта междуофицерская прослойка, прапорщики и мичманы. О том, что генералы об этом не знают, ну не такие уж они старые, чтобы страдать серьезными провалами в памяти. А с учетом того, что, ну, давайте представим, генерал, собственно, 70 лет, в армию попал, скорее всего, лет 18. И с 18 лет его этим уставом первые лет 15 постоянно гоняли. Выучи это, расскажи то, все. Потом прошло время, и он же сам начал ходить и расскажи вот это, расскажи то. И что, забыл? Скорее всего, нет. Скорее всего, просто захотелось немножко пропиарить. Ну, выборы в Государственную Думу, скорее всего, никто не отменял, и данные персонажи, ну, вряд ли захотят по своей воле потерять зарплату депутата. Самый лучший вариант, в моем представлении, это выступить перед своими избирателями, ну, вы избрался ты, например, от какого-нибудь Кустюка, например, еще из какого-нибудь региона. Собери толпу народа в каком-нибудь доме культуры на площади Ленина и расскажи, от вас поступило такие-то жалобы на то-то, то-то, то-то и то-то. Поступили такие-то предложения с такими-то, такими-то и такими словами. Все это разобрали, разработали. По этим вопросам, к сожалению, сделать ничего не могу, потому что не могу. А по этим вопросам приняты такие-то меры, сделали то-то и то-то. И получится, что данные персонажи занимаются своим делом. Плюс к этому опубликовать список, вот смотрите, я принимал участие в разработке такого-то закона, делал то, делал это. А так, мы знаем, что этот депутат просидел в Госдуме весь свой срок. Может быть даже 2, может быть 3. И что он там сделал? Это же не секретная информация. Но об этом никто не знает. Но при этом, чем ближе выборы, тем чаще мы будем видеть фамилии в различных списках о том, что надо сделать вот это, надо сделать то. Ну хорошо, надо делать это. Но кроме предложения о том, что это надо сделать, никаких последствий не будет совсем. Просто за кого будешь голосовать? За того, кого знаешь. Ну а если ты никого не знаешь, то выберешь просто знакомую фамилию. И все. Это дешевле. И на это все рассчитано. Также поступила информация о том, что в Москве на некоторых зданиях ставят панцирь. Панцирь — это такая штука, чтобы сбивать разное летающее, что не должно летать в этом мире. Задали вопрос в Министерстве обороны. Министерство обороны ответило, что в связи с переговорами о готовящихся поставках дальних ракет и всякого разного, что может прилететь с Украины до Москвы, проводятся специальные меры по предотвращению всего этого. То есть лучше подсуетиться сейчас и защитить город,
чем потом, после того, когда все это прилетит, взорвется, сначала выслушивать, что какое плохое Министерство обороны допустило такие самые штуки до Москвы, потом начать эти штуки устанавливать и потерять еще кучу раз всякого времени. И только потом может быть все получится. Сейчас устанавливают. Ну пусть устанавливают. Рассказывать о том, что мы начали действовать точно так же, как Украина, не стоит. На крыше жилых домов такие штуки не ставят. Да, будет это где-то в Министерстве обороны, еще где-то, ну, в таких местах. Прикрывать она будет не только один этот дом, а весь район вокруг. Ну и в чем проблема? В отличие от Украины, 300-й комплекса мы во дворах же садиков не ставим. Танки около песочника тоже у нас не пасутся. Ну и в чем тогда проблема? Поэтому, ну, если честно, начали ставить, пусть ставить. К слову сказать, я бы еще увеличил личный состав МВД и вернул на улицу патрульно-постовую службу. Я не знаю, может быть, где-то она сохранилась и где-то ходят какие-нибудь постовые. Но лично я, например, у себя в городе давно не видел постовых. Да, ездят машины, но почему-то мне думается, что едут они не в качестве патрулирования улиц, а просто, ну, вызвали куда-то, нужно было ездить куда-то, все что-то сделать. И как-то оно вот так и происходит. Ну, собственно, и все. Вопросами вроде как покончили, сегодня получилось быстро. И переходим к обсуждению фильма. Фильм мы тоже сегодня долго говорить не будем. Если честно, вышел новый сезон Мэра Кингстауна. Начали показывать «Открывает полиция». Что еще начали? Еще пару-тройку интересных сериалов началось, но говорить про них в начале сезона. Ну что будет, если вы, например, загуглите сейчас одни из нас? Все посмотрели, кто хотел, первую серию, и начали, это будет хороший сериал, это будет плохой сериал. Да, я тоже посмотрел. Первая серия мне понравилась, но тут есть небольшая загвоздка. Я смотрел прохождение у хорошего стримера этой самой игры. И если честно, складывается у меня такое впечатление, что я заново смотрю прохождение этой самой игры. И все. Будет сериал хорошим, не будет, я не знаю. Первая серия мне понравилась.
Ну а сегодня поговорим про другой сериал, который называется «Земская кровь». Все происходит в начале прошлого века. Но есть два главных героя. Один бывший военный, на данный момент работает старшим следователем, а другой молодой парень, который начитался книжек с Фрейдом и работает психиатром. И вдвоем на пару они строят из себя такого психологически натренированного Шерлока Холмса, которого постоянно выручает из всяких загвоздок, доктор Ватсон полицейский. Если честно, смотреть интересно. Поэтому и вам рекомендую. Какого-то действия, боевичка, триллера вы там не увидите. Более того, одна серия похожа на другую, но, к сожалению, почти всегда именно так оно и происходит. Поэтому хочется посмотреть Шерлока в антураже начала 20 века, где Шерлок психиатр-еврей, а Ватсон полицейский словак, и все это не в Лондоне, а в Вене, то ради бога, сериал интересный, посмотреть можно. Хотя бы просто так, чтобы отдохнуть, немного расслабиться от того разного ширпотреба, что идет по всем остальным каналам. Ну а я стрим заканчиваю. Увидимся на следующей неделе. Всем пока. Будем бороться с Ютубом за возвращение комментариев.